Всем привет, друзья! Рад приветствовать вас у себя на канале. Сегодня сделаем такой небольшой обзор вот такой вот небольшой камеры видеонаблюдения. Итак, камера к нам приехала в такой вот коробчонке, тоже не особо большая, с такими вот характеристиками. Линза у нас 3,6 мм и, соответственно, питание камеры 12 вольт постоянного тока. Все, больше никаких обозначений на коробочке нет. Имеется вот такой вот адаптер питания 220-12 вольт с таким вот, друзья, длинным довольно шнурком, то есть 80-90 сантиметров, что, соответственно, ускоряет и упрощает, допустим, монтаж данной камеры. Нежели вы помните, когда приходили камеры с такими вот обрубками. Куда его, как его, не знаю. Здесь уже все просто шикарно. Итак, камера у нас комплектуется, друзья, вот такой инструкцией. С обоих сторон сугубо на английском языке, но очень мелкий шрифт. Также имеем на инструкции QR-код для скачивания приложения IC. Для того, чтобы подключить нашу камеру. Друзья, подключение я уже показывать не буду, смысла я в этом не вижу. Наверное, все всегда понимают, как это делается. Также есть монтажный наборчик 3 дюбель гвоздика таких с 3 саморезиками. И есть герметичная муфта, которая применяется в том случае, если мы нашу камеру подключаем вот по этому разъему RJ45, то есть по проводу. Друзья, подключаем ли ее по проводу, либо без провода, все равно я советую использовать данную муфту. То есть вместо провода сюда ставим обрубок провода. Просто витую пару кусочек откусили, впихнули и пускай он телепается. И закрыли герметично наш разъем, чтобы он так вот на открытом воздухе не висел. Так как все это дело окислится и в случае чего уже контакта вы хорошего не ждите. На данном проводе мы имеем еще разъем питания. И имеем, друзья, кнопочку сброса к заводским настройкам, которая в данном случае у меня не работает. Не знаю, производитель специально ее не запитал. Просто, наверное, использовал какой-то уже подходящий провод. Либо, ну, это какой-то брак. В любом случае, такая, друзья, кнопка у нас имеется вот здесь. Вот она блестит. То есть вот эта кнопочка сброса к заводским настройкам. Ну и здесь же у нас установлена карта памяти. То есть слот карты памяти. Все это закрыто очень классной, очень мягкой и герметично закрывающей наше гнездо такой силиконовой крышечкой. Здесь на этикетке все то же самое, что и на коробке. Имеется встроенный динамик. То есть по нашей камере мы можем с каким-то оппонентом, который стоит перед камерой, либо сидит в приложении, переговариваться. Динамик, друзья, не особо громкий, но после недавних обновлений приложения появилась возможность регулировать звук динамика. То есть там, по-моему, не то от 5%, не то от 0 до 100%. Но динамик, сразу говорю, не такой громкий, как в остальных камерах. Ну и камера, вот смотрите, по размеру какая. Вот, даже не до конца ладошка и пальцы торчат. То есть очень маленькая, классная, компактная камера. Данная камера может работать как точка доступа. Значит, людям, которые не знают, что такое, объясняю. Допустим, вы в деревне хотите поставить видеонаблюдение, но у вас там нет интернета. Так вот, подходим с телефоном. И по Wi-Fi напрямую к телефону подключаемся к камере. Вот. Приехали в деревушку через недельку, допустим, поесть шашлыков. Подключились к этой камере с расстояния метров до 30, не больше. Посмотрели, что творилось. И со спокойной душой уехали, так сказать, с выходных домой. Вот. Камера у нас оснащена 2 такими антеннами, которые вращаются только в этой плоскости. И никак по-другому. Также камера у нас имеет вот такие вот степени свободы. Можем ломать, гнуть, как угодно. То есть можем прикрутить к потолку, можем прикрутить к стене. То есть в таком вот случае и регулировать уже угол. Как-то так. После чего зажимаем, и камера у нас уже висит и смотрит, куда нам нужно. Камера, видите, уже мушками одобрена, так как она висела у меня порядка недели на прогоне, на тесте. На передней панели нашей камеры имеется, друзья, встроенный микрофон. Ну, имеется линза 3,6 мм, как уже мы с вами обращали внимание на коробке, на этикетку. И на передней панели мы имеем 4 сдвоенных светодиода, то есть 2 инфракрасных, которые работают в черно-белом режиме съемки. И при обнаружении камеры движения включаются у нас белые такие светодиоды типа прожектор. Если камера включена в режим, допустим, черно-белой съемки, то только горят X светодиоды. Если в режим цветной съемки, то всю ночь у вас будут гореть, допустим, постоянно белые светодиоды. Что если посчитать за год, то, конечно, электроэнергии она немножко скушает и достанет из кошелька вашу денежку.
Так, ну, наверное, друзья, мы все посмотрели. Давайте, чтобы не тянуть видео, переходим и смотрим кадры дневной съемки и кадры, друзья, ночной съемки. Кому интересно, как всегда, ссылка будет на данную камеру в описании к данному видео. Итак, друзья, вот такая вот картинка у нас днем. Я бы сказал, очень красивая, яркая, сочная, насыщенная картинка. Тем более, если учитывать, что у нас камера всего лишь 2 мегапикселя. Значит, при цифровом увеличении, давайте посмотрим на мой Face of Table. Вот, кто меня знает, я так понимаю, узнает. Это только плюс данной камеры. Вот. Ну и вы все видите, что меня выделяет в рамку. Это включена функция «Показать следы человека». Вот, то есть камера определяет человека. Ну и на этом функционал камеры как бы заканчивается, так как это простенькая камера, стационарная, смотрит только туда, куда вы ее сами направили при монтаже. Так, друзья, нам остается только подождать ночи или вечера и посмотреть, как же снимает наша камера в ночное время. Посмотреть на качество этих 2 мегапикселей. Будет ли оно таким же, как всегда. В принципе, как всегда, не особо там хорошим. Ну, я имею в виду в плане вот рассмотреть лицо. Так как вот здания, заборы, там трава, какие-то предметы, в принципе, эти все камеры снимают даже и неплохо ночью. Но, конечно же, рассмотреть лицо, это уже остается под вопросом. Итак, ждем вечера. Итак, народ, вот так выглядит картинка нашей камеры ночью. В черно-белом цвете. Ну, картинка в целом, я бы сказал, неплохая, но опять же, это всего лишь 2 мегапикселя. Значит, друзья, сейчас посмотрим, как работает камера в двойном режиме освещения. Сейчас вы видите, что она работает в режиме инфракрасного освещения, то есть снимает в черно-белом режиме. Как только меня камера увидит, она должна переключиться на белый свет, на белые светодиоды, то есть включить прожектор, тем самым осветить, ну, все вокруг меня, грубо говоря. Вот сейчас посмотрим, как это работает. Выхожу в зону видимости камеры. Камера меня увидела, сразу включила прожектор, и пошла съемка у нас в цветном, друзья, режиме. Сейчас сделаем цифровое увеличение. Посмотрим, как я выгляжу ночью на прожекторе. То есть, друзья, кто меня знает, я думаю, тот узнает. Но кто не знает, видимо, не узнает. Ну, что хотеть от 2 мегапиксельной камеры. В принципе, картинка, я бы сказал, точно такая, как и у всех остальных камер. Может быть, даже если мне глаз не изменяет, немножко ярче и четче. Ну, это мое субъективное мнение. Также работает, видите, функция детекции человека. Показывает следы. Вот меня выделяет в рамочку. Эту функцию можно как включить, так и отключить. Ну, а на этом, наверное, на сегодня все. Я надеюсь, вы все сами увидели, сами как-то определились для себя. Покупать, не покупать. Кому интересно, ссылка на данную камеру, друзья, будет, как всегда, в описании под этим видео. Ну, а я с вами прощаюсь. Всех благ, здоровья, удачи. Пока. Всех люблю. Подписывайтесь на мой канал.